Мои замечательные люди, всем привет! У нас сегодня уже вот такое вот воскресное пасмурное утро. Разбудили колокола. Вот рядом здесь находится церковь, разбудили колокола. Это, конечно же, прекрасное такое пробуждение. Но я вчера опять допоздна монтировала видео, загружала и легла почти в начале 4-го. Вот это остатки вот это вот завтрака мужа. Он почему-то всегда решает, что то, что у него остается, я обязательно это буду. То есть он всегда оставляет это мне. И убирает и решает, что я обязательно это доем, съем. Вот, хотя авокадо я буду. Я сейчас сделаю что-то типа гуакамоле себе. Ну, а колбаску я, если честно, не хочу. И сделаю себе просто глазунью из 2 яиц. Вчера я еще готовила, кстати, после наших гулек пришла, и еще вот ночью, это уже было почти 11 часов, готовила вот Марку купаты. Вот потому что он, конечно же, ничего не ел, он просто сидел тут. Ну, когда мы ушли, он поел, а когда нас не было, он просто сделал себе здесь бутерброды с нутеллой. Вот, и я ему делала еще вчера. Надо, кстати, ой, боже мой, на камере вообще кошмар. Надо натереть сейчас. Картошку сделала ему во фри, но без масла. Прекрасно, прекрасно. Тем более здесь продаются уже готовые, порезанные. Закинул, посолил, вообще шикарно. Почистила я свой гриль. Конечно, очень красиво матовый. Мне нравится матовый. Он такой лаконичный, строгий, стильный, хоть и бюджетный. Вот, но все, конечно же, дотронешься, и все отпечатки моментально остаются, и вообще очень, конечно, пятна цепляются. Я вот нашла решение, сейчас буду готовить завтрак, как бабушки раньше, помните, телевизоры, потом вот эти вот радиоприемники накрывали салфеточками, вот точно так же я. Нашла полотенечко, решила закрыть, потому что на самом деле жалко. Начала готовить, точнее начинаю готовить гуакамоле, и кинулась, у меня нет красного лука, забыла его купить, вот, а я очень люблю именно сочетание с красным луком. Вот кинза не люблю, чеснок не люблю, потому что впереди еще целый день, как бы это неприлично ходить с ароматом чеснока, поэтому красный лучок был бы кстати. Ну ладно, немножко сейчас добавлю вот такого, немножечко, буквально белую часть. Вот, и хотела вам показать, посмотрите, в какой-то день тоже была в винтажном магазине. Посмотрите, какую классную тарелочку я нарыла. Я же говорю, если постоянно ходить, можно очень красиво. Ну, редко, конечно, прям, потому что, понятное дело, и без нас хватает желающих. Вот, но все равно можно. Удача улыбается всем. У каждому свой момент. Вот такая вот красивая тарелочка. Вот прям, я мечтала бы, прям такой набор. Я ела на завтрак вот эту кашку, и она очень была вкусная. Вы знаете, в Украине как-то так ее, ну, иногда, ну, покупала как бы иногда, но не прям, знаете, запоем. А вчера получила нереальное наслаждение. Я люблю именно, вот знаете, еще со сливками, вот нежный сливочный вкус, вот тут вот сладенькие такие сливки, вот в этих моментальных кашах. Вот. Добавила уже лимон, уже готово, нужно размешать. И совсем немножко лука, чтобы, ну, пикантности, скажем так, добавить. Красный лук должен быть всегда под рукой, всегда. А я забыла. Еще, я думаю, немножко лимонного сейчас добавим. Да, и совсем забыла про оливковое масло. Буквально капельку оливкового масла точно не помешает. Я бы хотела бы сюда еще базилик немножечко. Это уже лично по моему вкусу, но мне его тоже нет. У меня есть только укроп. А укроп, наверное, будет лишним. Завтрак. Кофе уже стоит горячий, потом уже себе в чашку налью, когда съем завтрак, чтобы оно было горячим. И сейчас самый главный момент. Включаю себе интересное видео и получаю удовольствие. Всем хорошего дня. Привет, улики, поближе всем. Посмотрите, какое у нас небо. Сходил мой Валерочка в баню. Сегодня воскресенье. В принципе, день выходной. И мы посмотрели, здесь есть такое приложение, там, где показано вот эти мероприятия все, типа вот эти вот барахолки вот по
ну, вообще по Бельгии. Ну, в частности, можно выбирать свой регион. И мы посмотрели, что сегодня есть в Лире, ну, недалеко от нас городок, большой, получается, там всякий антиквариат, всякое там. Это не комиссионка, как бы, не путайте. Там совсем другое, вот. Ну, тоже ж можно красивую найти там и посуду, там, все. Но там может быть какая-то там и проигрыватели, ну, все, в общем, там и украшения, и техника, в общем, все. Короче, весь антиквариат. Вот. И мы решили съездить, потому что будет большой, на 150 мест. Да, там еще по местам, ну, примерно сколько будет как бы этих палаток, столиков, как это можно назвать. Единственное, что будем надеяться, что не будет дождя, потому что если будет дождь, понятное дело, кто там будет стоять. Ну, в любом случае, делать дома нечего, поэтому мы вот выбрались. И показана вот такая погода почти на всю неделю до следующей пятницы. Вот. Ну, хотя вот так. Дождь пошел, прошел. Но, тем не менее, душно, очень парит. Я прямо одела с длинным рукавом, потому что через пару часов может быть прохладно. Такое, ну, ветерок прохладный. Спину протянуть не очень хочется. Так что вот такие у нас планы. Посмотрим, что из этого получится. Вот, соответственно, вы тоже все узнаете. Нам вообще повезло. Мы только подъехали, уже стоял автобус, готовый к отправлению. Мы только сели, он тронулся, потому что нам ехать где-то минут 35-40. Вот. И еще хорошо, если не будет дождя, потому что все в тучах. Получается, мы понапрасну просто прокатаемся, если там будет дождь. Очень красивый парк. Прям как с какого-то фильма, кинофильма, знаете, старого. Потому что прям старые деревья. Ну, это не писать, конечно, это на видео выглядит иначе, чем на самом деле. Короче, этот сайт полностью дал дезинформацию. Вот уже они все пособирались, немножко тут, немножко там остались, уже уезжают. А написано было, что с 5 до 9, а походу было раньше. Ну ладно, ничего страшного, что делать. Доброе утро 1 сентября. Идем с Дашуней в школу. Ja, dat is goed. Even kijken. Ik ga al één collega. Sana. Na lyżach w Alpach. Happy birthday, dear sweetheart. Happy birthday to you. Happy birthday. У нас доброе утречко вторника. Сегодня 2 сентября. И у нас тут вот такие вот движения под окнами. Это что такое? Это чистят нам обочину, похоже. Вот так вот. Хотя вроде бы как чистая. Ну да, собирают мусор. Странно, но летом такого не было. Или мы спали еще в это время. Я жду Дашуню. Мы направляемся на наши уроки. Сегодня же Маркуш день рождения у нас. Вчера было Валерию. Ну, а мы вчера, собственно, не отмечали. Только пообедали и все. Нечего было показывать, просто пообедали. Мама пришла. Давно мы так как-то с семьей не собирались, не сидели, поэтому вчера не заснимала ничего. Это было вообще нечего было показать. Обычный обед. Вот. Сегодня Марку тортик. Туда-сюда со школы неизвестно еще, что он сегодня. Вызвали их на 11:30. Вот в школу. Не знаю, там что там скажут. Может, попрощаются, может быть, я не знаю. Информации пока еще никакой нет. Вот. Ну, а основной, как бы, так сказать, празднование. Ну, не то, что празднование, но основное мероприятие у нас будет на выходные. Вот, посвященное дням рождения наших мужчин. Вот, ну, а мы идем в школу.
Вот, 4 раза в неделю будем ходить, но на этот раз мы с Дашей выбрали группу с перерывом в среду. Как-то так. Так, уроки у нас уже закончились. Зашли в магазин купить воды, свечи. Вот 17, ну, в обратном порядке. Взяла, пока есть тунец в масле. Ну, так, чтобы руки, знаете, не пустовали. Вот, и сейчас пойдем готовить какой-то обед в честь Марка. У Марка сегодня, я же говорила, да, утром, что будет визит у него в школу. Я думаю, как бы, что он будет грустный. Вот хорошая, посмотрите, какая за евро, вот, карандаши чинить, да? Нужно будет взять. Так, где-то тут моя Дарьюшка, вот она. Я дома, у нас на улице сильный ветер и немножко прям, ну, стало прохладнее, температура немножко упала. Я здесь хочу приготовить отбивные в сырном кляре. Вот, Марка нет. Свечи вот поставим, 17 вот такие вот выбрали цвета. Такие выбрали цвета. Вот, и Валерыч купил фрукты. Виноград, вот любитель винограда, сливы. Нет, это не сливы, инжир. Инжир и клубнику. Не знаю, какая здесь клубника, но, видимо, чтобы ассорти было на блюдо. Вот, мама чистит там картошку на пюре. В общем, сейчас быстренько это все нужно сделать. Скромный просто будет обед. С тортом и, как бы, конечно же, с задуванием свечей. Без этого никуда. Я уже приготовила отбивные, приготовила уже кляр и решила еще, есть яйца и есть еще и скумбрия в масле, и тунец. Решила сделать, ну, вот эти яйца фаршированные, как бы желтки подавлю, или тунец, или скумбрию. Еще не решила, но смысл вы поняли. Вот сейчас уже поставила сковороду разогреваться, буду готовить отбивные, потом все тут перекладу вот сюда, вот в такую красивую посудину. Она, правда, под шубу, но кто там знает, под что оно, правда. Она что, она красивая такое для сервировки. Я говорю, или машинку купили, честно, вот эту вот, которую убирают. Уже второй раз за день уже ходят, убирают. Мне нравится, когда делаешь сырный кляр, получается такой пышный кляр. Они такие пышные получаются. Но главное, чтобы хорошо прожарились внутри. Ну, я, кстати, не отбивала. Я курицу иногда не отбиваю, если она тонко порезана. Она режется одинаково хорошо, но мне кажется, так, когда не отбиваешь, она более сочная получается. Винных горка уже стоит. Пюрешку мама уже приготовила, стол уже почти накрыли. Вот у меня же яйца. Делаю просто желток и тунец. Потому что один не ест лук, вторая не ест... Точнее, один не ест помидоры, вторая не ест лук, третья еще чего-то не ест. Поэтому делаю такой классический вариант, который будут есть все. Я сейчас фарширую, украшаю зеленью, если найду, конечно. И все. Загадал. У него уже готовое желание. С днем рождения тебя, Спасибо. сынулькин. Спасибо большое. Бабулечка сидит наша. Старого общества, когда еще не было денег, и когда надо было обменивать свой товар на что-то другое, какую-то ценность надо было обществу предоставлять. Вот.